Мы живем в постоянной спешке. Любая пауза в ней для нас – непозволительная роскошь, и мы ошибочно считаем, что это в порядке вещей. Но ресурсы человека не безграничны. Как и любому устройству, человеческому организму необходима подзарядка и регулярное техническое обслуживание. И если это вовремя не сделать, то может случиться негарантийный случай, осложненный множеством неприятных заболеваний. Одним из симптомов того, что нам уже требуется помощь, чувство постоянной усталости или астения. По статистике Всемирной организации здравоохранения, астенические расстройства – одни из самых распространенных во всем мире. Ежегодно они занимают второе и третье место, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Астенические симптомы часто называют синдромом хронической усталости или неврозом истощения. Что же это за болезнь и к какому врачу обращаться, когда чувство необъяснимой усталости не проходит даже после отдыха? Астения, ведь это слово к нам пришло из греческого языка. И в переводе оно означает бессилие, слабость. И мы очень часто слышим от наших пациентов такие слова «нет сил». У нас сегодня заболевания протекают с очень малым количеством симптомов. И для того, чтобы эти симптомы увидеть, нужно активно об этом спрашивать. Конечно, эта проблема в большей степени изучается неврологами и психиатрами. Но у терапевтов тоже есть своя роль в истории изучения астении, ведения таких пациентов. Конечно, когда говорю терапевты, да, я включаю врачей общей практики, бесспорно, потому что прежде всего к ним и придет вот такой пациент и скажет, да, что доктор, у меня нет сил, у меня ничего не болит, я не задыхаюсь, но у меня нет сил, вот у меня просто нет сил выполнить ту нагрузку, которая была, а за этим может скрываться масса заболеваний. Я бы, опять же, это не официально так, но я бы на самом деле определил болезненную астению как ситуацию, когда человек устал, соответственно, поработал, сделал себе там, допустим, перерыв 1-2 недели, отдохнул, а астения осталась. Многие люди не замечают, в каком они режиме живут. Они не понимают, что организму требуется отдых. И это касается не только правильно организованного рабочего дня. Пациенты, они могут не замечать стереотипность своего поведения или переоценивать значимость своей работы. Когда им говоришь, что вам нужно немножко пересмотреть, наверное, режим или пересмотреть свою нагрузку, часто я слышу ответ, что это невозможно. Повышенная утомляемость, слабость, снижение работоспособности и неустойчивость настроения – проблемы не только современного человека. Еще во II веке до нашей эры появилось подробное описание так называемой астенической конституции, а Гиппократ и Гален видели в качестве причины такого состояния влияние желчи на нервную систему. В XIX веке американский невролог Джордж Бирд подробно описал эту болезнь, назвав ее «американский невроз». Среди 50 симптомов заболевания в качестве основных он выделил физическую и психическую истощаемость, соединенную с раздражительностью, слабость, головную боль и бессонницу. Мы не до конца понимаем патогенез астении. Он весьма сложен, потому что это опять то состояние, где нет какого-то четкого структурного компонента, да, на который можно было указать и сказать, что вот здесь вот поломка, поэтому вот такие вот симптомы. Кроме этого, определения тоже разнятся, подходы к диагностике разнятся. Кто-то говорит о том, что до 75% частота астенического синдрома, а кто-то дает даже цифру 90%. То есть нам, конечно, становится понятно, что проблема очень-очень частая. У терапевта какая должна быть, вот с моей точки зрения, тактика? Нам нужно прежде всего понять, с чем это связано. То есть ни в коем случае нельзя сказать человеку, нет сил, пройдет, да? Побудьте на воздухе побольше, погуляйте, поспите, отдохните, у вас все пройдет. Вот этого, конечно, быть не должно, потому что за самой вот такой скромной жалобой, что у меня нет сил, могут скрываться самые серьезные заболевания. С больным надо поговорить. Надо выяснить, какие у него еще есть жалобы, потому что эта жалоба вряд ли будет одна. И чем мы лучше сумеем поговорить, чем лучше мы найдем общий язык с пациентом, тем легче будет потом.
Потому что дальше мы тогда уже выходим на какие-то инструментальные методы обследования. Но инструментальные методы обследования все делать, естественно, нельзя. Ни один грамотный доктор делать этого не будет. Но для того, чтобы понять, что нам делать, мы должны какую-то выстроить концепцию, диагностическую концепцию. И вот когда эта диагностическая концепция сложится, вот тогда мы уже будем дальше это обследование продолжать. Наверное, знаете, редко приходят пациенты и жалуются, вот прямо вот я ничего не хочу, вылечите меня. Когда они приходят к неврологу, используют другие жалобы. Это может быть головная боль или боль в спине. Это может быть какая-то повышенная раздражительность, что действительно для этого симптома очень характерно. И по одной астении мы поставить диагноз, естественно, не можем. Тем не менее, это состояние считается болезненным, потому что это состояние не проходит после отдыха и сопровождается значительным снижением умственной, и физической активности. Ну, на самом деле, если говорить о психиатрической практике, жалобы на утомляемость, чувство бессилия, упадка сил, неспособности работать, относятся, пожалуй, к наиболее частым из тех, к которым обращаются пациенты. Наверное, у каждого второго, каждого третьего пациента, который обращается на амбулаторный прием к психиатру, жалобы на утомляемость будут. Сама по себе астения, вот так вот из типичных симптомов, это, конечно, не только утомляемость, это довольно широкий набор симптомов, это и утомляемость как вот постоянное свойство, и повышенная истощаемость, то есть неспособность поддерживать активность на прежнем уровне, и, соответственно, необходимость чаще отдыхать. Это могут быть и различные телесные симптомы в виде мышечной слабости, чувство головокружения, эпизоды головных болей, достаточно частая вещь при астении, нарушение сна. Обычно, так классически при астении это описывают как такой чуткий прерывистый сон, который еще и не приносит того желанного чувства отдыха, которого обычно ждут люди, которые устали и хотят поспать. При астении довольно хорошо были описаны так называемые гиперэстетические симптомы, когда у человека утомляемость, но в то же время и раздражительность, вот такая повышенная чувствительность ко всему. То есть свет неприятный, яркий, вызывает раздражение, звуки какие-то машина проехала, соответственно, сразу человек взвивается, просыпается ночью и так далее. Это все проявление астении. Конечно, пациенты это переживают тяжело, потому что раньше они справлялись с какой-то деятельностью, теперь получается, что они не могут себя чувствовать комфортно. Выставив первичный диагноз, мы можем понять, почему у пациента еще и его состояние сопровождается вот этой повышенной усталостью. Постоянная слабость и усталость могут быть защитной реакцией организма, свидетельствовать о патологическом процессе или сигнализировать о болезни. Астения – это реакция организма на любое состояние, угрожающее истощением энергетических ресурсов. Это может быть связано с чрезмерной работой, интенсивной интеллектуальной деятельностью, недостаточным отдыхом, недосыпом или нездоровыми привычками. Вот смотрите, мы с вами рассматриваем астению как болезненное состояние. Да? Здесь, наверное, нужно вспомнить про вузовское определение состояния здоровья. Физического, психического и социального. То есть все три сферы должны быть в гармонии для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно. В большинстве случаев вот эти все психологические и социальные проблемы, они, конечно, лечатся специалистами-психотерапевтами. Здесь в ряде случаев можно обойтись без таблеток, назначив так называемую когнитивно-поведенческую терапию или другие виды поведенческой терапии или психотерапии. То есть методик этих много, и у каждого специалиста есть свои любимые методики, которыми он владеет. Поэтому нужно обязательно обращаться к врачу и говорить о том, что я себя плохо чувствую, даже если это состояние связано с тем, что потерял человек работу. Он себя плохо чувствует. Что делать? Ему нужна помощь. В ряде случаев люди самостоятельно не могут справиться с этой ситуацией. То есть им нужно адаптироваться. И вот эту адаптацию как раз-таки поможет пройти специалист. Вот мы, например, выполняем какую-то физическую нагрузку. И на каком-то этапе организм понимает, что если мы дальше будем бежать в том же самом темпе, то мы потеряем всю ту нужную нам энергию, которую терять ни в коем случае нельзя. И он нам говорит: все, стоп, остановились и отдохнули, а потом будете бегать дальше. Вот вам физиологическая реакция здорового человека. То же самое касается каких-то эмоциональных нагрузок. Это ведь тоже нагрузка. И у здорового человека на каком-то этапе тоже организм говорит:
ну хватит уже, да, уже переключитесь с отрицательных эмоций на что-то положительное, доставьте себе радость. Ну, радостью у всех свои, да, для кого-то это чтение книги, для кого-то просмотр интересного фильма, да, для кого-то поход в театр, на выставку, но обязательно человек должен иметь какие-то отдушины, я бы, наверное, сказала так, да, что-то такое, что даст положительную энергию. Это ведь тоже останавливает, да, прогрессирование вот тех негативных эмоций и негативной реакции организма, которая может в этой ситуации возникнуть. То есть, опять же, организм сказал стоп. Хорошо, когда он это говорит, но он обычно это говорит. Мы не всегда хотим это слышать. Вот в чем наша беда. Я здесь могу еще добавить и прокомментировать, что если человек длительное время перерабатывал и устал, у него не получится восстанавливаться, если он задался целью там несколько дней напиться. Потому что алкоголь, у него есть такое свойство, он вроде бы там дает сон, угнетает, соответственно, центральную нервную систему, однако он же угнетает и нормальные вот эти вот циклы сна и бодрствования. То есть фактически сон под действием алкоголя или сильных снотворных — это не такой несовершенный сон, который как раз не способствует восстановлению ресурсов. Развитие усталости имеет мультифакторную основу. Для постановки диагноза врач обязательно задаст много вопросов о симптомах, чтобы на основании полученных данных попытаться понять, в чем причина астении и правильно направить лечение. Ну, тут есть два, собственно говоря, подхода. Первый, как раз почти эксклюзивно для врачей нашей специальности, то есть это в первую очередь детальный расспрос. Врач, психиатр, психотерапевт не удовлетворится просто сообщением, что я постоянно утомляюсь, и там сразу последует достаточно большое количество вопросов, которые касаются, как работаете, что происходит дома, как настроение, как чувство тревожности, как спите, как едите и так далее, собственно, для выявления того, что за всем этим стоит. А другой путь, который, в принципе, к которому прибегают и психиатры, и врачи других специальностей, это детальное сомато-неврологическое дообследование. То есть, если человек просто жалуется на утомляемость, то, по крайней мере, рутинно проскринировать его на целый ряд различных заболеваний просто необходимо, на самом деле. Анализы крови, мочи, кардиограмма, там маркеры некоторых инфекций. Конечно, если мы видим, что пациенту требуется дополнительное расширенное инструментальное исследование, мы его назначаем. Но основной инструмент невролога – это молоточек и тщательно собранный анамнез. Очень много заболеваний ставится на основании клинической картины, вот этого тщательно собранного анамнеза, жалоб пациента и неврологического осмотра. В том случае, если мы видим, что есть какие-то красные флажки, мы уже назначаем лабораторную диагностику и инструментальную диагностику. Дальше уже по плану. Обследований захочется сделать много и разных, а это неприемлемо абсолютно, да. У нас есть, да, определенный дифференциально-диагностический ряд. Чаще всего все-таки в этом дифференциально-диагностическом ряду какое-то заболевание стоит на первом месте. Вот у нас создается впечатление, что давайте сначала будем двигаться в плане обследования вот в эту сторону и только в эту. А вот если это не получится все-таки, тогда будем рассматривать что-то еще. Обследования могут быть самые различные. Да? Если мы предполагаем наличие патологии, например, щитовидной железы, то это, естественно, будут гормоны щитовидной железы. Да? Это будет клинический анализ крови, биохимический анализ крови, это будет ультразвуковое исследование щитовидной железы. Если это будут в сторону больше каких-то кардиологических, да, проблем, то анализы крови будут в любом случае, да, то есть с этого мы начинаем. Анализ крови биохимический, клинический и анализ мочи общий быть обязаны всегда. А дальше мы уже на это нанизываем. То есть вот эта вот цепочка, она может быть очень долгой. Я говорю, главное, чтобы не перебегали этапы, да, и главное, чтобы логически по этим этапам двигались и понимали, ради чего мы это делаем, да. И пациент тоже понимал, ради чего он это делает. Это тоже очень, очень важные вещи, потому что, да, ведь пациент скажет, сколько вы меня вообще столько обследовали, а диагноз все до сих пор не поставили. Чувство слабости и усталости могут вызывать такие заболевания, как гипотиреоз, диабет, анемия, сосудистые заболевания головного мозга. Астения отмечается более чем у 70% пациентов, перенесших черепно-мозговые травмы. Что еще влияет на возможность развития астенического синдрома? Время года, семейное положение, атмосферное давление. По мнению врачей, астенические нарушения чаще затрагивают женщин, чем мужчин. А в некоторых исследованиях есть отсылки к тому, что такому состоянию более подвержены подростки и пожилые люди. Я, наверное, сказала бы так, что астенический синдром может возникнуть абсолютно в любом возрасте, да, в любом.
Но зависеть это будет от самого человека, да, и от тех условий, в которых он существует, и от его готовности во многом выйти из этой ситуации. Некоторые родители, услышав меня, не будут хотеть от ребенка того, чего он не может им дать. Конечно, некоторые родители реализуют себя через ребенка. И если мама не сумела стать актрисой, например, вот почему-то такие мамы иногда считают, что ее ребенок обязательно должен выучить уже не 3, а 5 языков и заниматься на скрипке и ходить в балетную школу. И до поры до времени это может быть даже как-то и неплохо восприниматься ребенком, пока он маленький. А по мере становления его как личности он же взрослеет. Он начинает осознавать больше. Ему начинают говорить в музыкальной школе, что как-то вот его игра на скрипке не совсем то, что должно было бы быть. Или он уже дошел вот до того уровня, когда как бы уровень просто для общего образования, что называется, да, он уже закончился. Общее образование уже получили. Этот ребенок уже сумеет прийти куда-то и сыграть на скрипке, ему похлопают, и это будет хорошее выступление, но это не будет профессиональной сценой, потому что у него просто нет таких талантов, чтобы дальше двигаться на профессиональную сцену. И вот если вот эту тонкую грань не увидеть, то вот такие дети, к сожалению, начинают воспринимать себя как неполноценные. То есть они считают, что они виноваты в том, что они не смогли стать профессиональными танцорами, актерами, да, там, балеринами и так далее. А они исходно этого не могли. Ну, я думаю, что общего такого вот нарастания в популяции астении в подростковом возрасте нет, но подростковый возраст является таким временем дебюта и расстройств настроения, то есть просто депрессии, биполярного аффективного расстройства и расстройств шизофренического спектра. И в рамках всего этого астения может быть, и может быть достаточно тяжелый. Поэтому да, заметный. Там, у каждого на слуху, там, соответственно, 1-2 подростка, который лежит и ничего не делает. Но, с другой стороны, бывают ситуации, когда, наоборот, родители разочаровываются с тем, что ребенок ничего не делал. Ну, может, он болеет, может, очень полечим, он начнет что-то делать. Да нет, здоров. Это не какая-то серьезная патология, да? Это вот такая ситуация жизненная, которую надо разбирать с психологом, с психотерапевтом, чтобы мама, папа, бабушка, да, там послушали это, чтобы ребенок послушал, что он талантлив. То не будет никаких астенических проявлений в подростковом периоде. Все хорошо пройдет. Не будет вот этих конфликтов. В принципе, возраст не является патологическим состоянием. Да? Это же, в общем-то, естественное состояние организма, такое же, как и детство. И если у человека какое-то успешное условно старение, то он и чувствует себя комфортно, его ничего не беспокоит. Другой вопрос, что к более старшему возрасту мы накапливаем большее количество соматических заболеваний. И вот уже эти соматические заболевания оказывают влияние на качество жизни, и, соответственно, у таких людей формируется повышенная утомляемость, повышенная физическая какая-то неудовлетворенность. В этой связи и мы получаем, что пациенты более пожилого возраста больше жалуются на усталость. Но это связано опять-таки с накоплением заболеваний. Здоровый пациент, будь он в пожилом или даже старческом возрасте, он чувствует себя хорошо и может активно работать. И тому есть много примеров, когда люди в весьма преклонном возрасте достигают очень интересных результатов в какой-либо области. Как правило, это умственная деятельность. В последнее время на быструю физическую и интеллектуальную утомляемость, ощущение усталости жалуются почти 90% людей, перенесших COVID-19. Постинфекционная астения приводит к многочисленным эмоциональным, когнитивным и вегетативным расстройствам, резко снижающим качество жизни. Таким пациентам необходима комплексная реабилитация, в том числе психологическая. После того, как человек перенес инфекцию, наступает процесс восстановления. И вот этот восстановительный период, он у всех очень неодинаковый. Насколько тяжело протекала инфекция, насколько сильно были повреждены структуры нервной системы, или другие какие-то органы. Насколько человек психологически готов к выходу из этого состояния. Ведь многие говорят, вот я перенес ковид, и у них жизнь разделяется на до и после. Я могу сказать, что есть очень тяжелые заболевания инфекционные, например, грипп,
который также повреждает нервную систему. Из-за того, что не было такого ажиотажа насчет гриппа, вот этого разделения в головах пациентов не происходит. Поэтому в некоторых ситуациях такое нагнетание, то, что вот вы перенесли ковид, поэтому все будет тяжело, оно оказывает очень, к сожалению, нехорошее влияние. Да, постковидный, конечно, синдром – это то, с чем мы живем сейчас, и будем жить еще достаточно долго, потому что мы пока даже не понимаем, как долго может длиться постковидный синдром. Но здесь опять же хочется начать с того, что есть некоторые разногласия в терминологии. Все-таки большинство исследователей, которые занимаются проблемой ковидной инфекции, постковидного синдрома, считают, что первый месяц заболевания – это острый период, потом возникает так называемый лонг-ковид, а вот уже через 12 недель после начала заболевания мы говорим о постковидном синдроме. Мы сейчас уже знаем много симптомов, которые могут сопровождать ковидный синдром. И по частоте встречаемости усталость, повышенная утомляемость стоят на первом месте. То есть, если мы говорим о статистике, то усталость возникает где-то в 70-90% случаев. Причем, что самое интересное, частота встречаемости особенно не отличается у людей, которые легко болели ковидом, и те, которые болели тяжелее. Ну, во-первых, я бы хотел все-таки сказать, что эта вещь, при всем прочем, не новая. То есть было огромное количество вирусных инфекций раньше, и, в принципе, исследователи знали о том, что у целого ряда вирусных инфекций могут быть отсроченные последствия. Просто в том, что оно отмечалось, во-первых, не так часто, а во-вторых, не было такого пандемического характера, как с коронавирусом. А тут, соответственно, большое количество больных, соответственно, из них может быть даже относительно небольшая пропорция пациентов с такими вот отдаленными последствиями, но за счет самого характера пандемии их сразу много. Многие вирусные инфекции, в частности коронавирус, они могут оказывать долгосрочное воздействие на центральную нервную систему по многим механизмам на самом деле. И современные исследования свидетельствуют в пользу того, что астения, утомляемость, является, пожалуй, самым частым симптомом, который проявляется при всех этих поствирусных делах. Она ведь такая очень непростая, я бы сказала, многогранная инфекция, которая состоит из нескольких звеньев патогенеза. По сути, коронавирусная инфекция – это десинхронизация врожденного и приобретенного иммунитета, системы свертывания крови и эндотелия. Вот с моей точки зрения, вот эта вот десинхронизация всего, и иммунной системы, и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, и нервной системы и так далее, вот она приводит к очень сложному клубку проблем, которые возникают в организме. И вот этот клубок, похоже, возникает у большинства. Просто у кого-то этот клубок очень значительный, и у кого-то вот эти все проявления прогрессируют. И прежде всего воспалительная реакция, которая регистрируется в сосудах, это генерализованная реакция, соответственно, она будет и в органах, и в тканях. А у кого-то легкое течение, но воспаление-то есть все равно, и десинхронизация-то есть все равно. И вот все это вместе, и воспаление, и десинхронизация, и приводит к постковидным проявлениям, в том числе к тому, о чем мы сегодня говорим. Поэтому и при легком течении заболевания могут быть жалобы и на усталость, и на повышенную утомляемость. Так что астенический синдром у пациента, перенесшего ковид, это очень характерный симптом в силу вот всего того, что я сказала. У кого-то вот эти жалобы проходят, и у большинства, к счастью, они пройдут. Но у кого-то эти жалобы сохраняются долго. И вот если они сохраняются долго, то терапевту, конечно, надо обязательно обратить внимание на такого человека. И самому человеку на это надо обратить внимание. Мы должны помнить, что организм, в принципе, это самовосстанавливающая система. И препаратов, которые вот так вот прямо можно было бы выпить, и они бы улучшили ваше состояние в качестве восстановления, их не существует доказанных. Такой базы доказательной нет. То есть волшебных таблеток нет. Все дело в вашем понимании того, к чему вы стремитесь. Если вы готовы оставаться в прошлом, что вот вы ковид перенесли, вам тяжело, и теперь наверняка после этого вас ждет масса проблем, увы, к сожалению, формируется такой стереотип
и поведения, и мыслей. И это всегда плохо для восстановления вашего здоровья. Не только после ковида люди восстанавливаются, более тяжелые заболевания переносят, да, и остаются инвалидами, тем не менее настрой, который у них есть, не позволяет их даже назвать инвалидами. Способность человеческого организма к самовосстановлению поистине уникальна. Наше тело устроено так, что ежесекундно стремится к исцелению. Необходимо только ему помогать, сделав здоровье частью нашей жизни. Важно наполнять ее не только правильным питанием и спортом, но и заботой о ментальном здоровье, нашем общем благополучии в этом мире. Обращайтесь за помощью к специалисту, если вы чувствуете, что сами уже не справляетесь. И это не просто не стыдно, а нормально и правильно. Этот вопрос возник в связи с тем, что загруженность многих врачей в поликлинике, она очень высокая. И когда приходит, в общем-то, здоровый, кажется, человек с такой жалобой, сидит такой же уставший доктор и думает, ничего себе, значит, он тут устал, а я принимать по 40 человек не устал. Такая проблема, к сожалению, больше культурно-социологическая у нас. А если по существу, ни в коем случае не стыдно. Если пациент находится в состоянии хронического стресса, если у него нет желания работать и чего-то делать, то перегрузка, такая перегрузка нервной системы, естественно, она приводит на самом деле к слому каких-то адаптивных механизмов, и заболевание начинает развиваться, и те генетически детерминированные заболевания, которые ранее молчали, могут себя проявить. То есть в данной ситуации хронический стресс является триггером для развития более уже серьезных соматических расстройств. Я сомневаюсь, что к врачу стоит обращаться в ситуации, когда ты тяжело поработал, потом хочешь какое-то время потупить. Это вполне естественно. А если человеку прямо это мешает, человек прям начал проваливаться по функционированию на работе или соответственно, ограничил всю свою деятельность только работой и вообще не общается ни с детьми, в выходные лежит в постели, потом собирается к будним дням. Естественно, есть повод обратиться к врачу. Стыда в этой области быть не должно. Равно как не стыдно ли обратиться с жалобами на головную боль. А если это какая-нибудь мигрень, которая просто может быть инвалидизирующей? Нет, естественно. Стыдно быть больным. Стыдно болеть и ничего не делать. Продолжать сидеть дома, переживать по этому поводу, жаловаться родственникам и знакомым, говорить всем, какой ты больной, и ничего не предпринимать. Это стыдно. Обязательно нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы облегчить себе жизнь, для того, чтобы качество жизни у тебя улучшилось. В нынешних условиях, когда мы можем пойти к врачу, мы можем озвучить ему свои жалобы, мы можем сделать обследование, то, которое необходимо, и прийти к какому-то заключению. Так что стыдно собой не заниматься. К этой фразе бы пришла, это, наверное, более точно. Стыдно не заниматься своим здоровьем. Волшебные таблетки или суперрецепты для лечения астении, увы, не существует. Это комплексный и не всегда быстрый процесс. В него входит медикаментозная терапия, психотерапевтическая помощь, соблюдение режима сна и бодрствования. Очень важно уметь слушать и слышать свой организм. Он всегда дает знать о том, что необходим отдых, пауза в той сверхактивной жизни, которую ведет современный человек.